то какое же впечатление произведут ракеты с, в общем-то, микроскопической ядерной боеголовкой, но с убойной силой 100 тонн ТНТ. По необходимости, конечно, есть изделия и помощнее. Путин просто вежливо просит до такого не доводить. Вот на этой неделе Россия гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» точно поразила цели военного аэродрома Староконстантиново, что на Западной Украине. В пятницу еще один «Кинжал» пролетел туда же. Неофициальные американские, европейские и украинские источники сообщают, что таким образом на земле уничтожено сразу 4 истребителя F-16. F-16 как раз тот истребитель, который может использоваться как носитель для запуска Storm Shadow. Зачем нам на Украине такие аэродромы и зачем такие F-16? На этой же неделе российские военные разбомбили инфраструктуру Черноморского порта Измаил, что на Украине близ Румынии. Под удар попала и военная техника НАТО, что накапливалась там после разгрузки паромов. Нужен нам там такой порт? Наверное, нет, если он представляет угрозу России. И, кстати, если уж вернуться к британским ракетам Storm Shadow, то ведь и военные объекты в самой Британии в случае запуска ее ракет вглубь России тоже станут законной целью для наших гиперзвуковых кинжалов. А кинжалы могут быть вооружены как обычной боеголовкой, так и ядерной. Уж не в защите. Не говорите потом, что не предупреждали. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на Британских островах вообще нет никакой системы противоракетной обороны. Ну, никакой. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Массированный старт – это сколько? 10, 20, 100? Здесь Путин, на мой взгляд, сознательно оставляет пространство неопределенности. И потом, обратите, ведь не только о ракетах идет речь, а даже о беспилотниках и других летательных аппаратах. Тоже надо задуматься. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек – Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть. И еще один важный момент. Белоруссия как стопроцентный союзник под нашей защитой. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Критическая угроза нашему суверенитету тоже оценочная позиция. Чем измерить? Взвешивать уровень критичности тоже будет Путин. Понятно, что на Западе задергались. Все по-разному. Ранее госсекретарь США Блинкен назвал изменения в российскую ядерную доктрину безответственными и несвоевременными. Уж кто бы говорил об ответственности. Министр обороны Германии Борис Писториус сделал вид, что ничего не произошло. Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем. Мы делаем то, что считаем правильным. У Писториуса это то, что Сергей Лавров назвал недавно детским мышлением. Не нужно об этом думать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы делаем то, что считаем правильным. И еще можно добавить, что у меня в ушах вата, а в голове нечто похожее. Впрочем, в Германии, к счастью, есть и взрослые. Просто блеф? Осторожно. К крупнейшей в мире ядерной державе следует относиться серьезно, когда речь заходит об использовании ее арсенала. Да, Путин часто публично рассматривал возможность применения ядерного оружия с самого начала конфликта, но если этого не произошло до сих пор, это не означает, что с течением времени вероятность этого становится все меньше и меньше.
Специально для тех, кто говорит о том, что Путин много раз обозначал красные линии и ничего. Короткая память. В конце 21-го, начале 22-го года Путин еще раз обозначил красную линию. Недопустимость всасывания Украины в НАТО и превращения ее в военный плацдарм против России. Тогда Запад предпочел просто отмахнуться. В результате имеем то, что имеем. Путин пришел к действиям. И уж теперь игнорировать Кремль не получится. Впрочем, на Западе вообще, и, например, в Германии, в частности, осознание новой реальности все же есть. Вот как коррекцию российской ядерной доктрины оценивает Карла Массала, профессор международной политики в Мюнхенском университете Бундесвера. Эта доктрина не означает автоматического действия. Если бы это было так, мы могли бы просчитать, что будет делать Россия. Однако она хочет оставаться непредсказуемой для своих потенциальных противников. Это должно стать сигналом: не позволяйте Украине обстреливать российские цели из дальнобойного оружия. В США реакция на поворот в российской ядерной доктрине тоже может быть осмысленной. Вот что пишет экс-помощник президента Рейгана Дуг Бандоу. США следует избегать ненужной конфронтации с Россией, крупной державой, обладающей ядерным оружием, из-за интересов, которые Кремль воспринимает как жизненно важные. Путин доказал, что для него Украина стоит борьбы, в то время как США не считали так раньше и не считают сейчас. В условиях, когда Вашингтон готов подойти к порогу войны, Москва не может позволить себе отступить, что сделало бы ее второсортной державой. Пройдя через холодную войну и избежав ядерного конфликта во время кубинского кризиса, США не должны рисковать всем из-за вопроса, который никогда не считался важным, тем более жизненно важным. «Нью-Йорк Таймс» по случаю проникла в недра американской разведки. Американская разведка полагает, что Россия наверняка даст решительный ответ Америке и ее партнерам по коалиции, вплоть до смертоносных атак, если те разрешат ВСУ использовать ракеты большой дальности, поставленные США, Великобританией и Францией для ударов вглубь России, заявили официальные лица. Однако в своей оценке американская разведка усомнилась в том, что, даже получив искомое разрешение, украинцы будут иметь достаточно ракет большой дальности, чтобы кардинально изменить ход конфликта. Так или иначе, момент острый, а контекст сложный. Из США наш САПКОР Валентин Богданов.